Сегодня мы рассмотрим второй закон Киргофа. Этот закон относится к любому замкнутому контуру сложной электрической цепи и гласит: алгебраическая сумма электродвижущих сил, действующих на каком-нибудь замкнутом участке цепи, равна алгебраической сумме падений напряжений на сопротивлениях этого участка. Следовательно, для каждого замкнутого контура мы можем записать формулу, которую вы видите на экране. В этом законе упомянуто понятие алгебраическая сумма, которое означает, что отдельные величины ЭДС и падение напряжения должны быть взяты со своими знаками. Поэтому, применяя закон, предварительно выбираем положительное направление обхода и с учетом его подставляем отдельные величины в уравнение со знаком плюс или со знаком минус. В левой части рисунка 4.9 мы видим, что при положительном направлении обхода ток, падение напряжения и ЭДС положительны. А в правой части рисунка 4.9 при отрицательном направлении обхода ток, падение напряжения и ЭДС отрицательны. Поясним на двух примерах, когда можно использовать второй закон Киргофа. Рассмотрим первый пример. На рисунке 4.10а дана разветвленная цепь известной величины ЭДС батареи, сопротивление R1 и R2 и ток I1. Место измерения обозначено крестиком. Применяем второй закон Киргофа для замкнутого контура 1, принимая за положительное направление по ходу часовой стрелки. В этом случае как ЭДС, так и оба падения напряжения будут положительны. Итак, получаем E равно I2 умножить на R2 плюс I1 умножить на R1. Из этого уравнения можно найти неизвестный ток. I2 умножить на R2 получается E минус I1 умножить на R1. Отсюда I2 равно E минус I1 умножить на R1 и деленное на R2. Подставляем числа и получаем I2 равно 9 минус 0,1 умножить на 7000 и деленное на 4000 равно 9 минус 7 деленное на 4000. Получаем 2 деленное на 4000. И в итоге получаем 0,5 ампера, что равно 0,5 миллиампера. Рассмотрим второй пример. На рисунке 4.10b дана разветвленная цепь известной величины R1, R2, R3 и токи I1 и I3. Найти величину и направление тока I2, протекающего через R2. Применяем второй закон Киргофа для замкнутого контура 2, принимая за положительное направление по часовой стрелке. В этом случае падение напряжения на R1 будет положительным, а падение напряжения на R3 отрицательным. Поскольку направление тока через R2 неизвестно, принимаем условно, что он течет от точки 1 к точке 2. Если получим для тока I2 положительное значение, значит выбрано правильное направление, а если отрицательное, значит в действительности он протекает в направлении от точки 2 к точке 1. При таком выборе направления, с учетом того, что в этом замкнутом контуре нет ЭДС, то есть E равно нулю, можем записать 0 равно I1 умножить на R1 плюс I2 умножить на R2 и минус I3 умножить на R3. Отсюда можно найти неизвестный ток I2. I2 умножить на R2 равно I3 умножить на R3 минус I1 умножить на R1. Отсюда I2 равно I3 умножить на R3 минус I1 умножить на R1 и поделим на R2. Подставляем
числа и получаем И2 равно 0,1 умножим на 1000 минус 0,24 умножить на 5000, деленное на 2000, и получаем единица минус 1,2, деленное на 2000, равно минус 0,2, деленное на 2000, и в итоге получаем минус 0,1 ампера, что равно 0,1 миллиампера. Поскольку ток получился отрицательным, ясно, что в действительности он течет в направлении от точки 2 к точке 1. Находим величину падения между точками 2 и 1. Она равна U21 равно И2 умножим на R2 и получаем 0,1 умножить на 2000 и получаем 0,2 вольта.